На нашем Солнце пролетает очень загадочный объект. Мы точно не знаем, что это такое и что он делает. Мы даже больше не можем его видеть. Однако мы наблюдали за этим объектом очень внимательно в течение нескольких месяцев. Мы дали ему название 3E Atlas, а также присвоили ему статус, назвав его межзвездной кометой. Многое из того, что мы знаем об этом новом посетителе нашего солнечного пространства, уже известно. За 4 месяца в Комета Мейда было опубликовано почти 100 научных статей, посвященных 3E Atlas, и существует множество других данных, которые не отображаются в официальных документах. Некоторые из них звучат довольно безумно. Поэтому сегодня я собираюсь избавиться от шума и разобраться во всем, что вообще нужно знать о 3E Atlas. Давайте поговорим о путешествии этого межзвездного объекта. В данный момент 3E Atlas совершает свое самое близкое приближение к Солнцу. Мы называем этот этап перихелий. Пик этого приближения ожидается 29 октября, когда объект пройдет в пределах примерно 210 миллионов километров от нашей звезды. Однако в космосе обычно используют более крупную единицу измерения – астрономическую единицу или АЦЕ. Одна астрономическая единица соответствует среднему расстоянию между Землей и Солнцем, что помогает нам лучше понять масштаб нашей Солнечной системы. По этим меркам перигелий 3E Atlas приходится примерно на 1,4 астрономических единиц от Солнца, то есть он не приближается так уж близко. Этот объект находится чуть внутри орбиты Марса. Но именно в этот момент происходит максимум активности 3E Atlas, и объект достигает своей самой высокой температуры, в результате чего значительная часть материи с его поверхности выделяется в пространство. А это нормально для кометы. Этот процесс называется сублимацией – переход твердого вещества прямо в газ без жидкой фазы, что возможно только в вакууме космоса. Именно благодаря сублимации у комет появляется характерный вид с размытым ореолом и длинным хвостом. Ореол состоит из газа и пыли, выбрасываемых с поверхности объекта, и его называют комой. Хвост создается солнечным ветром, потоком радиации, постоянно исходящим от поверхности Солнца. Этот поток отражает самые легкие частицы пыли и газа, отбрасывая их назад, создает эффект космического балета. К сожалению, мы не можем наблюдать это прямо на 3E Atlas, потому что наш взгляд закрыт светом Солнца. Мы находимся с противоположной стороны от него. Итак, сейчас мы знаем, где находится 3E Atlas и что он делает. И у нас есть неплохое представление о его движениях и поведении. Пока он скрыт за Солнцем, у нас есть возможность узнать, как он сюда попал. И эта история очень увлекательная. Мы отслеживаем 3E Atlas с июля 2025 года. Обнаружить его первыми смогла система космических телескопов, известная как астероидная система оповещения о возможных столкновениях, или МНЕ, англоязычно «Атлас». Она представляет собой сеть телескопов, расположенных по всему миру, в таких местах, как Гавайи, Чили и Южная Африка. Эти телескопы следят за ночным небом и ищут движущиеся объекты. И именно так его заметили в ночь на 1 июля. Тогда показалось очередной движущийся объект. Их классифицировали как новый астероид, и все ожидало, что на этом работа закончится. Но затем обнаружили кое-что необычное. Он двигался слишком быстро. Все объекты в космосе постоянно находятся в движении, и любой объект в нашей Солнечной системе вращается вокруг Солнца, потому что все пространство тут подчинено силе его гравитации. Именно то, что мы движемся, мешает нам падать в пропасть гравитационного поля. Чем ближе объект к Солнцу, тем быстрее ему необходимо двигаться, чтобы не упасть или не быть притянутым к звезде.
Если он начнет двигаться с достаточно высокой скоростью, то сможет даже подняться из гравитационной ямы, а достигнув определенной скорости, он вообще сможет покинуть систему, выйти в межзвезду, то есть в бескрайний вакуум пространства между звездами. Когда астрономы измерили скорость этого нового астероида, они были потрясены. Он двигался с несравненно высокой скоростью. Это было самое быстро движущееся тело, когда-либо зафиксированное в нашей Солнечной системе. Чтобы понять масштаб, скажем, что Земля орбитирует вокруг Солнца со скоростью около 30 км в секунду. Мы движемся довольно быстро и очень близко к Солнцу, но есть и планеты, расположенные намного ближе. Например, Меркурий, находящийся всего на 0,4 астрономических единиц от поверхности Солнца. Чтобы не упасть в гравитационное поле, Меркурий должен вращаться со скоростью около 48 км в секунду. Новый объект, обнаруженный Атласом, двигался со скоростью около 58 км в секунду. В то время он находился чуть внутри орбиты Юпитера, примерно на 4,5 астрономических единиц, или чуть больше 670 миллионов километров от Солнца. Такой скоростью было ясно, что он пролетит мимо Солнца, не задержавшись, по орбитальной траектории, которая называется гиперболической. Это означает, что он прибыл из межзвездного пространства и, вероятнее всего, вернется туда после своего гранд-турне по нашему Солнечному системам. Именно в этот момент появляется название 3Э Атлас. Третье межзвездное тело, или более полно 3Э, означает трехзвездный. Впервые такие объекты были обнаружены у нас и имели свои имена. Первый, Оumuamua, стал первым интерзвездным посетителем, зарегистрированным человечеством. И он был тоже довольно необычным, хотя и по совершенно другому сценарию, чем Атлас. Фактически, есть и второй межзвездный объект, менее заметный, своего рода омут в середине, иногда называемый Иорос, но он был вполне обычным кометом и в этом смысле необычайно нормальным. Обнаружено, что между 3Э Атлас и его межзвездными родственниками есть три принципиальных отличия. Первое – размер. Он гораздо больше. Оumuamua имел диаметр около 400 метров, Борисов до 1 километра, а 3Э Атлас достигает по оценкам до 5,6 километра. Второе – скорость. Он движется примерно вдвое быстрее, чем Оumuamua и Борисов. Третье – направление прихода в наш Солнечный систем. Тут самое удивительное. Оumuamua пришел сверху, из северного неба, Тосли, в том направлении, куда вращается галактика. Мы все вращаемся вокруг Солнца, а само Солнце вокруг центра галактики Млечный Путь, и оно притягивает нас. Итак, мы столкнулись с тем, что он прибыл почти прямо с направления, противоположного его движению, а Борисов гостьем в нашем направлении шел под косым углом, а 3Э, словно Т-образный шеврон, входит за борт и чуть сбоку, практически идеально по касательной, практически параллельно нашим планетам. Согласно современным моделям, Солнечная система Гелиосерма – это плоская дискообразная структура, сложившаяся из множества частиц и объектов, так называемый планиальная система. Этот диск практически плоский, с небольшой отклоняющейся частью, например, орбитой Плутона, который отклонен на 17 градусов от этой плоскости. Однако удивительно, что траектория 3Э Атлас всего на 3 градуса смещена относительно этой плоскости, и он вошел в систему точно по ней, почти чтобы удариться о планеты сбоку. Что вообще очень необычно,
потому что подобное попадание с такой точностью практически невозможно получить случайно. И вот возникает самый важный вопрос. Откуда же пришел этот загадочный объект? Мы точно знаем только, что он пришел из направления центра нашей галактики. Если представить себе Млечный Путь сверху, то мы – люди-облачко на одной из спиральных рукавов. И это именно тот рукав, в котором расположена наша Солнечная система. Когда мы смотрим на Млечный Путь ночью, мы видим его как яркое спиральное светящееся облако. Именно это называется следующая спиральная рука. А Триэ пришел из центра галактики, где особенно много звезд и скоплений-то. Там очень ярко и плотно. И это его родина. Но пространство трехмерно. И чтобы понять, из какого именно места он прилетел, нужно посмотреть на галактику сбоку и представить ее как плоское дискообразное образование, окруженное толстым слоем, так называемой толстой диски. В этой области, в центре, галактическое ядро. Там очень много звезд и газа, и это место очень насыщено электромагнитным излучением. Объекты, подобные Триэ Атлас, возникли в этой области и, скорее всего, сформировались более чем 7,6 миллиарда лет назад, то есть примерно в 2 раза старше нашей планеты. Но надеяться, что мы когда-нибудь узнаем точное место его происхождения, маловероятно. Хотя астрономы недавно смогли проследить за ним более 10 миллионов лет назад и определить 93 звезды, которые он мог в течение этого срока столкнуться или пройти рядом. И самое удивительное, за миллионы лет он практически не приближался к этим звездам ближе, чем на 0,3 светового года, что составляет около 63 тысяч астрономических единиц. В настоящее время Триэ находится всего в 1,4 астрономических единиц от нашего Солнца, то есть оно очень близко по сравнению с этими звездами. Теперь подробнее о том, как Триэ приблизился к нашему Солнцу и что мы узнали в процессе этого приближения. Хотя официально его обнаружили 1 июля 2025 года, впервые его заметили еще 7 мая того же года. В изображениях, полученных спутником, транситирующая экзопланетная обзорная спутниковая система, или англоязычно ТС. Этот спутник находится на орбите Земли и ищет очень далекие планеты за счет анализа глубины и изменения яркости звезд. Он случайно увидел Триэ в течение примерно месяца, пока следил за областью внутри орбиты Юпитера. Вначале астрономы измерили его яркость и доказали, что в течение месяца он прошел примерно 1 астрономическую единицу по направлению к Солнцу, что должно было привести к усилению его яркости. Модель объясняет это так. Яркость, или точнее флукс, показатель, который характеризует восприятие светимости объекта. Представьте, что в полдень на чистом небе вы видите Солнце, а потом перемещаетесь на Меркурий, где Солнце кажется намного ярче. Так и происходит с этим объектом. Изначально предполагали, что яркость Триэ должна была увеличиться в 1,5 раза, а по факту она выросла в 5 раз, что означало огромное увеличение отраженной солнечной радиации, приходящейся на объект. Это подтвердило, что перед нами не просто астероид, а комета, начинающая образовывать свою кому – облако газа и пыли. И это отражение вызвано именно этим процессом. Здесь есть 2 необычные особенности. Первая – поляризация света, которая очень сильно отличалась от принятой нормы. Что такое поляризация? Вот, например, когда солнечный свет попадает на облака газа и пыли вокруг Триэ, он рассеивается, и направление этого рассеяния зависит от свойств материала. Есть 2 вида – положительная и отрицательная поляризация. В большинстве случаев в космосе мы наблюдаем положительную поляризацию, то есть свет рассеивается под углом,
перпендикулярным источнику. Но для 3Э отмечена отрицательная поляризация, причем очень сильная. Она является самой сильной среди всех объектов, когда-либо обнаруженных в космосе. Это очень странно и говорит нам о том, что системы и условия у 3Э могут значительно отличаться от привычных. Вторая необычность – сама кома. Мы наблюдали ее в период между маем и июнем, когда 3Э находился еще за пределами орбиты Юпитера, более чем на 5 астрономических единиц от Солнца. Там обычно не образуются комы, потому что тогда кометы – это замороженные льдинки, и сублимация газа еще не началась. Но в случае 3Э было найдено, что его кома состоит преимущественно из диоксида углерода. При этом наличие воды было минимально, соотношение составляло примерно 8:1 в пользу СО2. Это противоположно тому, что мы видим у обычных комет в нашей Солнечной системе, где преобладает вода, а СО2 встречается реже. Образцы сухого льда, драйлайма, очень холодного СО2, создают в атмосфере интуитивные эффекты дыма или пара, потому что он мгновенно сублимирует. И 3Э делал именно это. Его лед из СО2 сублимировал на очень больших дистанциях от Солнца. И именно поэтому кома формировалась так рано. Когда объект приближался к Марсу и находился чуть дальше 1,5 астрономических единиц, в конце сентября он начал выбрасывать огромное количество водяного пара, примерно больше, чем струя пожарного шланга, что для такого расстояния очень необычно. И даже металлический состав комы удивил. В начале лета исследователи обнаружили слабое количество никеля, тогда как железо они не зафиксировали. Так иногда бывает в космосе. Никель и железо обычно происходят из одних и тех же источников, из ядер умирающих звезд при их взрывах сверхновых, из которых новые звезды формируют свою планетарную систему. Потому что никель и железо в основном образуются в тех же самых космических катаклизмах. Их всегда находят вместе в астероидах, кометах и планетах. Поэтому, когда мы видим много никеля и отсутствие железа, возникает вопрос: куда исчезло железо? И что удивляет, вдруг через несколько недель железо тоже начало появляться в 3Э. К концу сентября оно было обнаружено впервые, а затем соотношение никеля и железа стабилизировалось, стало примерно равным. Таким образом, 3Э постепенно приобретает характер, более похожий на обычные кометы, но это происходит очень странным путем. Теперь о хвостах – это еще одна область, в которой 3Э отличается от большинства известных комет. Когда в лето появится первый хвост у этого объекта, он будет указывать не в ту сторону, куда свидетельствует ураган солнечного ветра. То есть хвост будет направлен против движения потоков солнечной радиации. Обычно хвост кометы формируется под воздействием солнечного ветра, который идет именно от Солнца. Поэтому хвост обычно чувствует в направлении движения потока. В случае 3Э он сначала образовался в направлении, противоположном Солнцу, что необычно. Это связано с тем, что кома этого объекта формировалась слишком рано из-за высокого содержания К2. Он начал сублимировать на очень больших расстояниях, и солнечный ветер просто не был достаточно силен, чтобы вытолкнуть газ и пыль в приличное состояние. Поэтому вначале газовая туча накапливалась на стороне, обращенной к Солнцу, на солнечной стороне. А затем, по мере приближения, когда поток стал сильнее, появился привычный длинный хвост, который в конце концов приобрел популярную форму. В сентябре у 3Э образовался короткий веерообразный хвост, указывающий против направления солнечного ветра. Это типичный внешний вид. Длина хвоста зависит от состава и расстояния до Солнца. Например,
знаменитая комета Галлея в 1997 году имела огромный хвост, потому что она проходила очень близко к Солнцу, около 0,9 астрономических единиц, что обеспечивает большее испарение и усиление солнечного ветра. А Триэ с его похожими особенностями пока что находится на большом расстоянии и не достигает такой активности. Однако есть и еще одна интересная новость. 3 октября, когда Триэ прошел всего в 0,19 АЯЕ, примерно 28 миллионов километров от Марса, астрономические аппараты, наблюдающие за планетой, сделали фотографии этого объекта. Пересекшие орбиту Марса камеры позволили получить первые изображения, хотя и не очень детализированные. Спутник ExoMars орбитально зафиксировал объект чуть лучше, однако деталей все еще недостаточно, чтобы отличить кому от поверхности. Для получения более точных изображений понадобилось бы использовать аппараты типа NASA Mars Reconnaissance Orbiter, оснащенного наиболее мощным телескопом в системе Марса. К сожалению, на данный момент такое изображение еще не опубликовано, а возможная причина в приостановке работы правительства США и, как следствие, отказе некоторых космических программ из-за политических разногласий. Это замедляет получение новых данных. Тем не менее, у нас есть время наблюдать за Триэ. Солнце продолжит закрывать его для нас до начала декабря, после чего появится возможность детально изучить влияние солнечного излучения и солнечного ветра на объект. Самое близкое оптическое приближение ожидается 19 декабря, когда Триэ пролетит примерно в 1 астрономической единице от Солнца, уже покинув систему и направляясь в межзвездное пространство. Кроме того, у астрономов запланировано еще одно важное сближение. 16 марта 2026 года Триэ пройдет на расстоянии около 0,36 астрономических единиц от Юпитера. Хотя у нас в этой области наблюдений гораздо меньше, есть аппарат Джуно, который занимается изучением газового гиганта и его спутников уже около десятка лет. У него будет последний шанс зафиксировать Триэ перед его исчезновением. На этом расстоянии объект станет заметно холоднее и менее активным, однако его активность может измениться под воздействием солнечного излучения, что добавит новые сведения о свойствах межзвездных тел. Вполне вероятно, что многие из этих странных особенностей так или иначе связаны с местом образования Триэ-Атлас. Возможно, так и есть. Это не только наследие своей родины, но и результат сложных процессов, которые он подобрал за долгий путь. Пока мы можем только гадать и строить гипотезы, а настоящие ответы ждут своих исследователей. Об этом загадочном объекте уже говорят как о возможном космическом посланнике из глубин межзвездного пространства. Он пролетает мимо, оставляя за собой множество вопросов, пробуждая интерес всего человечества. Вопрос о том, откуда он пришел, остается без окончательного ответа, хотя у ученых уже есть гипотезы от глубин центральных областей нашей галактики до далеких и практически недоступных звездных скоплений. За последние годы наши технологии позволяют прослеживать его путь на миллионы лет назад. И несмотря на это, каждая новая подробность только добавляет сложности и загадочности картине. Время покажет, смогут ли научные открытия в ближайшие годы пролить свет на тайну Триэ-Атлас. А пока остается только наблюдать за этим уникальным космическим гостем, который, несмотря на свою непроизносимую загадочность, становится для человечества новым вызовом, расширяющим границы знаний и открывающим новые горизонты для исследования Вселенной.